Катар – одна из самых богатых стран мира. Ультрасовременные небоскребы, автомобили класса люкс, гостиницы, похожие на дворцы. Даже торговые центры в Катаре выглядят вот так. Сейчас в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, для которого в стране построили 8 футбольных стадионов, новый аэропорт, одно из самых быстрых в мире беспилотных метро и около 100 отелей. Свое право провести чемпионат страна завоевала еще в 2010 году. Чтобы подготовить Катар к событию, за последние 12 лет на полуостров завезли около 1,5 миллиона рабочих мигрантов. Из них как минимум 6,5 тысяч погибли, в том числе из-за ужасных условий труда. Болельщики и спортивные команды по всему миру призывали к бойкоту чемпионата из-за серьезных проблем с правами человека в Катаре. Почему же чемпионат мира все-таки решили проводить в стране, где систематически нарушаются права рабочих, женщин и других угнетаемых групп? И что скрывается за всеми этими декорациями? Это Доха, столица Катара. Еще 40 лет назад этот район выглядел вот так. Долгие годы Катар был полуостровом пустынь, бедуинов и рыбацких деревень, протянутых вдоль Персидского залива, а экономика страны строилась вокруг добычи и экспорта жемчуга. В начале 20 века мир научился выращивать жемчуг искусственным образом, и хозяйственная жизнь Катара сильно пострадала. Население полуострова сократилось почти вдвое. К середине 20 века на нем осталось около 16 тысяч человек. Экономику страны спас счастливый случай. В начале 40-х годов в Катаре нашли значительные нефтяные месторождения. Кроме того, впоследствии оказалось, что страна обладает третьими по величине доказанными запасами природного газа в мире. В 1970 году ВВП на душу населения составлял $3000. В 2012 году он уже достиг показателя 85 тысяч. Всего за 4 десятилетия коренные катарцы стали обладателями одного из самых высоких доходов в мире. Но стремительное развитие нефтегазового сектора и инфраструктуры привели к новой проблеме – нехватке рабочих рук. В Катар стали привозить рабочих с индийского субконтинента и Ближнего Востока. Уже к 1970 году мигранты составляли более половины населения Эмирата, а к началу 21 века – 3/4. За последние 20 лет потребность в рабочей силе только возросла. В Катаре живет примерно 2,5 миллиона человек, и больше 2 миллионов – это рабочие мигранты. Ховард Мелнос – главный редактор норвежского футбольного издания «Йосимар». В октябре 2022 года журнал опубликовал большое расследование, посвященное положению иностранных рабочих в Катаре. Тебе говорят, что ты будешь работать столяром, и твоя зарплата будет, скажем, 3000 реалов в месяц. Потом ты приезжаешь в Катар, и тебе говорят, что ты будешь работать охранником, а не столяром, и будешь зарабатывать 1000 реалов вместо 3. Первый день, как мы сюда приехали, они забрали все наши паспорта и сказали: завтра утром вам надо прийти в офис подписать документы. Но как только мы пришли в офис, он поменял контракт. Когда ты приезжаешь в Катар, работодатель забирает твой паспорт. Если где-то еще тебе предложили лучшие условия труда и проживания, ты не можешь получить эту работу, пока тебя не отпустит твоя компания. И, как правило, ни одна компания не захочет тебя отпустить. В странах Персидского залива это называется кафала. В исламском праве термин кафала в первую очередь касается правил усыновления детей. Но в 20 веке в странах Персидского залива система кафала распространилась и на отношения между работодателями и работниками. Кафала предполагает, что у всех неквалифицированных рабочих в стране есть поручитель, обычно работодатель, который отвечает за их визу и правовой статус. На деле такое зависимое положение рабочих создает широкий простор для злоупотреблений, которые приводят к трагическим последствиям. The hidden face of the Qatar World Cup. More than 6,500 migrant workers have died or suffered abuse. Согласно расследованию The Guardian 2021 года, с момента получения права проводить чемпионат мира в Катаре погибло как минимум 6,5 тысяч мигрантов из Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки.
За последние 10 лет в Катаре зарегистрировали тысячи необъяснимых смертей, и многие из них связаны с условиями труда и невыносимой жарой, в которой людям приходилось работать. Под давлением правозащитных организаций правительство Катара согласилось провести ряд реформ, которые бы давали работникам право менять работодателя, а ФИФА пообещала выплатить компенсацию ущемленным мигрантам и их семьям. Однако на деле серьезных изменений не произошло. Указы были приняты, но изменения произошли только на бумаге. Многие рабочие до сих пор сталкиваются с ужасными условиями труда и эксплуатацией, и это во многом потому, что чиновники не соблюдают собственные законы. Какие-то изменения произошли, но мы до сих пор видим огромные провалы в этой системе. Рабочие мигранты до сих пор не могут добровольно менять место работы. Мы видим, что тысячи мигрантов все еще ждут оплаты, компенсации ущерба или медицинской помощи. Несмотря на то, что правительство показывает, как ему не безразличны рабочие мигранты, размещая их фотографии на стадионах и организовывая журналистам общение со счастливыми строителями, отношение к ним остается таким же. Показательная история с торговым центром Плас Вендом, который тысячи рабочих строили к 2022 году в Лусаиле, городе, возведенном специально к чемпионату мира. Торговый центр открыли, но те, кто приложил к нему руку, не могли туда попасть. Единственный их выходной, пятница, был объявлен семейным днем, когда в торговый центр могут зайти только женатые пары и семьи с детьми. В Катаре повсеместно с дискриминацией сталкиваются не только мигранты, но и другие уязвимые группы. Из-за правовой системы Катара даже сотрудники ФИФА не могут чувствовать себя в безопасности. Паула Шитикат, мексиканская экономистка из комитета ФИФА, работающего в Дохе, обратилась в местную полицию с обвинением своего коллеги в изнасиловании и подробным медицинским заключением, описывающим ее травмы. В ответ она получила обвинение во внебрачном сексе и предложение выйти замуж за своего насильника, чтобы избежать тюрьмы и 100 ударов плетью. Вокруг чемпионата мира случились все нарушения прав человека, которые только возможны. Фанаты и гости чемпионата тоже могут быть в опасности. В этом месте представители ЛГБТ-сообщества и даже женщины в зоне риска. В Катаре за однополые связи и секс вне брака ты можешь получить до 7 лет тюрьмы. Несмотря на это, есть точка зрения, что нарушение прав человека не повод лишать Катар чемпионата мира. Чиновники и спортсмены по всему миру утверждают, что их стратегия – использовать турнир для того, чтобы подчеркнуть существующие проблемы и попробовать изменить ситуацию. К примеру, Дания представила черный комплект формы для матчей чемпионата, символизирующий траур по погибшим рабочим мигрантам. А капитаны команд Германии, Бельгии, Дании и еще 7 европейских стран собирались носить радужные повязки в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Но ФИФА запретила это делать. Современный футбол – это мировая политика. А политика – это грязный бизнес. Катар давно использует спорт как важный элемент своей мягкой силы. Такая политика даже получила специальное название – «спортсвошинг», то есть использование спорта для того, чтобы отмыть свою репутацию, запятнанную нарушением прав человека. Катар покупает Пари Сен-Жермен, чтобы, когда вы слышите «Катар», вы думали о Пари Сен-Жермен. Не думайте о законах шариата и о преследовании ЛГБТ-сообщества. Не думайте о том, что мы обращаемся с рабочими мигрантами, как с рабами. К такой практике прибегают многие недемократические страны. К примеру, проведение зимней Олимпиады и чемпионата мира по футболу в России, летних и зимних Олимпийских игр в Пекине были важными политическими событиями, помогающими продвигать международный имидж этих государств, вопреки протестам правозащитников. Но почему в этот раз именно Катар получил право на проведение чемпионата мира? Когда нас спрашивают, как вы выиграли проведение чемпионата, самый простой ответ, и я вас уверяю, в этом нет ни капли высокомерия, мы были лучшей заявкой. Однако правозащитные организации, журналисты и многие футбольные фанаты придерживаются иной точки зрения, почему в голосовании победил Катар, страна без футбольной истории и соответствующей инфраструктуры. ФИФА коррумпирована до мозга костей. Почти каждый чемпионат был в той или иной степени куплен. Давайте я приведу один пример.
У Мишеля Платини, бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций, было право голоса, и он публично сказал, что будет голосовать за США. Однако после этого заявления президент Франции Николя Саркози пригласил его посетить дворец Шан-Элизе. В зале также находился наследный принц Катара, а ныне эмир Тамин бин Хамад Аль-Тани. Платини попросили проголосовать за Катар. Через полгода Катар купил у Франции истребителей на почти $15 миллиардов, а в 2017 году 50 самолетов на базе французского Airbus. Эта сделка принесла Франции почти $19 миллиардов. Мы в Йосимар уже давно следим за тем, что делает FIFA, и я могу вам сказать, сейчас состояние FIFA стало еще хуже, чем несколько лет назад, когда генеральный прокурор США Лоретта Линч назвала их криминальной организацией. В 2015 году в Цюрихе по запросу США арестовали 7 высокопоставленных чиновников ФИФА. Их обвинили в организации международной коррупционной схемы, которая существовала в течение 24 лет. Всего по делу проходит 14 функционеров организации. По мнению Минюста США, исполком ФИФА также получал взятки от России и Катара за права проведения чемпионатов мира по футболу. Я очень люблю футбол, но не могу примириться с фактом, что он связан с такими серьезными нарушениями прав человека, и это в конечном итоге касается нас тоже. В конце концов, я тоже вношу свой вклад, когда смотрю трансляцию компании, которая зарабатывает огромные деньги на просмотрах и рекламе, в то время как мигранты работают бесплатно. Мне это очень больно. Я люблю футбол и не пропускал ни одного мирового турнира. Но я не смотрел чемпионат мира в России, и я не смотрю его в этом году. Сейчас, когда мы слышим про чемпионат мира в Катаре, всегда всплывает тема прав человека. Это очень важно, и мы стараемся сделать все, чтобы эти сложные темы продолжали обсуждаться. Важно понимать, что на Катаре все не закончится. Авторитарные государства как использовали спорт для расширения своего влияния, так и продолжат пытаться это делать. В 2024 году на очередном конгрессе ФИФА мы узнаем, кто примет Мундиаль в 2030. И один из претендентов – Саудовская Аравия. А там, как и в Катаре, одна из самых жестких правовых систем в мире.